Сегодня мы переходим к беседе еще об одном великом преданном, который проводил время в нашей возлюбленной Вриндаван-дхаме и также распространял славу Вриндавана-дхамы. И это прославленный Шринивас Ачарья. To begin with, in Goloka Vrindavan, Srinivas Acharya is the Gopi Mani Manjari. Начнем с того, что на Галоке Вриндавана Шринивас Ачарья является Гопи Мани Манджари. And Mani Manjari's service is to assist Guna Manjari in her seva to the divine couple Radha and Krishna. Служение Мани Манджари – помогать Гуна Манджари в ее служении Радхи и Кришне. Now it's interesting to note that Guna Manjari incarnated 500 years ago in the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu as Gopal Bhatta Goswami, who accepted Srinivas Acharya as his disciple. Интересно отметить, что Гуна Манджари воплотилась 500 лет тому назад во время лил Чайтани Махапрабху как Гопал Бхатта Госвами, который принял Шринивасачарью как своего ученика. Intimately connected in the spiritual world, intimately connected in the material world. Они связаны близкими узами в духовном мире и связаны близкими узами в материальном мире. Now there's a very wonderful book, it's called Sri Karnananda, and it describes a pastime of Srinivasacharya as Mani Manjari. Есть очень замечательная книга, которая называется «Шри Карнананда», и в ней описывается лила Шринивасачарьи как Мани Манджари. Now when I heard about this book, Karnananda, I was curious who was the author. Когда я услышал об этой книге «Шри Карнананда», мне было интересно, кто был ее автором. And with some research, I found out that the author is a devotee called Yadunandana Das, who was a disciple of Hemalata Goswamini, the daughter of Srinivasacharya. Проведя некоторые исследования, я выяснил, что автором является Ядунандана Дас, который был учеником Хималаты Госвамини, дочери Шриниваса Ачарьи. Yadunandana's spiritual master was Hemalata Goswamini. Духовным учителем Ядунанданы была Хималата Госвамини. And in the beginning of that book, he glorifies her as his guru. И в введении к этой книге он прославляет ее как своего гуру. I quote. Я процитирую. Hemalata, the daughter of Srinivasacharya Prabhu, is just like a creeper of divine love and is a beautiful creation of the Supreme Lord. I, Yadunandana, take pleasure in writing the book, Karnananda, keeping her lotus feet fixed within my heart. Хималата, дочь Шриниваса Ачарьи Прабху, подобна лиане божественной любви и является прекрасным созданием Верховного Господа. Я, Ядунандана Дас, с удовольствием пишу эту книгу Карнананда, храня твои лотосные стопы в моем сердце. So again, in that book, there's a beautiful pastime of Srinivasacharya as Mani Manjari in the spiritual world. В этой книге есть прекрасное описание лил Шриниваса Ачарьи как Мани Манджари в духовном мире. And I'm presently reading that book, and it's very inspiring. Сейчас я читаю эту книгу, и она очень вдохновляет. Actually, last night before going to bed, I was reading that book, and the last verse that I read, I think it was in chapter 1, it inspired me to chant my japa even better this morning. Вчера вечером, перед тем, как лечь спать, я читал эту книгу, и последний стих, который я прочитал, я думаю, это было в первой главе, он вдохновил меня повторять мою джапу еще лучше сегодня утром. And here's that verse. И вот этот стих. Every single devotee of Srinivasacharya residing in Kanchana Gadya used to chant 100,000 names daily. That's 64 rounds. Каждый преданный Шринивасачарьи, находящийся в Канчана-Гадии, обычно повторял 100 тысяч имен в день, что составляло 64 круга. If they did not finish this quota of chanting in the daytime, then they would chant at night. Если они не заканчивали норму воспевания в дневное время, тогда они воспевали ночью. At night they would sit down and tie up their sikas to poles to ensure that they wouldn't fall asleep, so they could sit and chant Hare Krishna
the whole night. Ночью они садились и привязывали свои шикхи к опорам, чтобы быть уверенными, что они не уснут и будут сидеть и повторять Харе Кришна всю ночь. Due to such determination for chanting, they were the life and soul of their spiritual master and Srinivasacharya, and Srinivasacharya was the life and soul for them. Thus, Srinivasacharya would often reside there. Благодаря такому стремлению к воспеванию, они были жизнью и душой своего духовного учителя, Шринивасачарьи, а Шринивасачарья был жизнью и душой для них. Таким образом, Шринивасачарья всегда находился там. So anyway, back to the pastime of Srinivasacharya as Mani Manjari in the spiritual world. Итак, вернемся к лиле Шринивасачарьи как Мани Манджари в духовном мире. Actually, this pastime is also mentioned in Prema Vilas by Nityananda Das. В действительности, эта лила также упоминается в Према-виласе Нитянанды Даса. So, it's described that one time Srinivasacharya had just finished worshipping his deities when suddenly he was transported to Goloka Vrindavan. Описано, что однажды Шринивасачарья только что закончил поклонение его божествам, как неожиданно он был перенесен на Галоку Вриндавана. In his form, his Manjari form as Mani Manjari. В своей форме Мани Манджари. And then Mani Manjari, she found herself sitting on the bank of the Jamuna River, watching Radha and Krishna and the gopis engaged in water sports. Затем Мани Манджари оказалась на берегу реки Ямуны, наблюдая за тем, как Радха и Кришна и гопи проводят водные лилы. Actually, it's described very poetically. Это описывается очень поэтично. She was watching Radha and Krishna, quote, sport in the blackish waters, full of lotuses, jumping fish, and playful waves. Когда он наблюдал, как Радха и Кришна, цитата, резвятся в темных водах, полных лотосов, прыгающих рыб и игривых волн. And after those pastimes, everyone came out and they dressed in fresh clothes. And while decorating Sri Radha, her maidservants noticed that her nose ring was missing, having fallen off in some of the water sports, the water fight. После этих лил все вышли из воды и оделись в новые одежды. И пока служанки украшали Шри Радху, они заметили, что ее кольцо в носу отсутствовало, упав в воду во время водных игр. So Rupa Manjari, she asked Mani Manjari to go and find the lost nose ring. Рупа Манджари попросила Мани Манджари найти потерянное кольцо для носа. And from my studies, I see that it appears that Srimati Radharani regularly loses her ornaments, and Mani Manjari is one of the fortunate gopis who's entrusted to go and find them. Из моих исследований я вижу, что, оказывается, Шримати Радхарани постоянно теряет свои украшения, и Мани Манджари – одна из удачливых гопи, которым доверено их найти. But in this case, it was no easy task because the nose ring was not only underwater, but it was also covered by a leaf. Но в этом случае это было нелегким поручением, поскольку кольцо для носа было не только под водой, но также было прикрыто листом. And during the time that it took, Mani Manjari to find that nose ring, Srinivasacharya, back in Boma Vrindavan here on the earth planet, in front of his deities, he just remained in trance for about 3 days in front of his deities. В течение всего времени, которое потребовалось Мани Манджари, чтобы найти это кольцо для носа, Шринивас Ачарья в Бхуме Вриндаване, здесь, во Вриндаване, на планете Земля, просто оставался в трансе перед своими божествами в течение 3 дней. And during that time, his disciples were very frantic. В течение этого времени его ученики были в глубоком отчаянии. They were thinking, maybe he's left his body. Они думали, может быть, он оставил тело. Because he wasn't moving, he was just hardly breathing. Поскольку он не двигался, он просто едва дышал. But in reality, as Mani Manjari, he was searching for Sri Radha's nose ring in his spiritual body. Но в действительности, как Мани Манджари, в своем духовном теле он искал кольцо для носа Шри Радхи. So finally, Mani Manjari, she found the nose ring, and when she returned it to the other gopis, Radharani was resting
while some of her maidservants were massaging her limbs. В конце концов, Мани Манджари нашла кольцо для носа. Когда она вернулась к другим гопи со своей находкой, Радхарани отдыхала, пока некоторые из ее служанок массировали ее части тела. So Mani Manjari, she handed the nose ring to Rupa Manjari, who very skillfully replaced that nose ring on Sri Radha's delicate nose. Мани Манджари передала кольцо для носа Рупе Манджари, которая умело поместила его на нежный нос Шри Радхи. Then as Rupa Manjari massaged one of Sri Radha's legs, Guna Manjari invited Mani Manjari to massage the other leg, and it was an offer that Mani Manjari really appreciated. She was feeling great ecstasy, and as she performed the service, she was feeling this great ecstasy. Пока Рупа Манджари делала массаж одной из стоп Радхи, Гуна Манджари предложила Мани Манджари сделать массаж другой стопы. Предложение, которое она с радостью приняла, и почувствовала великий экстаз, пока она совершала это служение. And after the massage was finished, Srimati Radharani gave Mani Manjari her chewed betel leaf. She was chewing on this betel leaf, and she gave that to Mani Manjari, her remnants, as a reward. После того, как массаж был закончен, Шримати Радхарани дала Мани Манджари остаток листа бетеля, который она жевала в качестве награды. And at that very moment, Srinivas Acharya's disciples managed to draw him back to external consciousness, and they were amazed to find Srinivas still chewing on that betel leaf that he just received from Sri Radha in Goloka Vrindavan. В это время ученикам Шриниваса Ачарьи удалось вернуть его во внешнее сознание, и они были поражены, обнаружив, что Шриниваса все еще жует бетель, который он только что получил от Шри Радхи на Галоке Вриндавана. So I was thinking that, Srila Prabhupada's mercy is such that even a conditioned soul with no qualification, he for such service, or even a spiritual body required for it, can have the privilege of massaging the legs of Sri Radha in her deity form. Я думал, что милость Шрилы Прабхупады такова, что даже обусловленная душа, не обладающая никакой квалификацией для такого служения и не обладающая духовным телом, необходимым для этого, может иметь привилегию делать массаж стоп Шри Радхи в ее форме божества. Those who are pujaris, we know that when we are worshipping the deities, we often massage the deities with fragrant perfume. It's part of the process. So this is all Prabhupada's mercy that we also can massage Vrindavaneshwari's lotus legs by his mercy. Те, кто является пуджари, знают, что когда мы поклоняемся божествам, мы часто делаем массаж божествам ароматными маслами. Это часть процесса. Так что все это милость Прабхупады, то, что мы также можем массировать лотосные стопы Вриндаванешвари по ее милости. So that's a very sweet pastime of that Srinivasa Acharya had in the spiritual world as Mani Manjari. Это очень сладкая лила, которую Шриниваса Ачарья совершал в духовном мире как Мани Манджари. So in this world, Srinivasa Acharya was born in the year 1530 AD on the full moon day of the month of Vaishakha in a village called Chakkandi. Итак, в этом мире Шриниваса Ачарья родился в 1530 году нашей эры в полнолуние месяца Вайшака в деревне Чакханди. Lord Chaitanya was still living at that time. В то время Господь Чайтанья все еще находился на этой планете. And actually Lord Chaitanya predicted the birth of this great devotee, Srinivasa Acharya. И фактически Господь Чайтанья предсказал рождение своего великого преданного Шриниваса Ачарья. Many of us know, all of us should know, that he also predicted the birth of Narottam Das Thakur. Многие из нас знают, и все должны знать, что он также предсказал рождение Нароттама Дас Тхакура. But we'll discuss that another day. Но это мы обсудим в другой день. So it happened one day that Lord Chaitanya was
taking darshan of Lord Jagannath in the Jagannath temple in Jagannath Puri. Так случилось однажды, когда Господь Чайтанья получал даршан Господа Джаганатхи в храме Джаганатхи в Джаганатхапури. And interestingly, as he was taking that darshan, he called for Mother Bhumi, the earth personified. И интересно, что когда он получал этот даршан, он обратился к матери Бхуми, олицетворенной земле. And he said to her, Bhumi, Devi, listen to me carefully. Go and deposit the entire quantity of divine love which I have bestowed upon you through my appearance on this planet, upon one Chaitanya Das and his wife Lakshmi Priya. Он сказал ей: «Бхуми Деви, слушай меня внимательно. Иди и вложи всю божественную любовь, которую я даровал тебе своим появлением на этой планете, в жену одного Чайтанья Даса. Ее зовут Лакшми Прия». So by giving that couple this special mercy, the intention of Chaitanya Mahaprabhu is that they would conceive and give birth to Srinivasacharya. Таким образом, даровав этой паре особую милость, Чайтанья Махапрабху тем самым хотел, чтобы они зачали и дали рождение Шринивасу Ачарья. And that's evident by what happens next. И это очевидно, судя по тому, что произошло дальше. It's described that the earth, Bhumi, she once obeyed that order of Lord Chaitanya, and that made Lord Chaitanya begin to very ecstatically dance in kirtan in the Jagannath temple. Описывается, что земля Бхуми хотела тотчас же повиноваться приказу Господа Чайтаньи, и это заставило Господа Чайтанью начать танцевать в экстазе в киртане в храме Джаганатхи. And then he again came in front of Lord Jagannath, and with folded hands he began to cry while uttering the name Srinivas, Srinivas, Srinivas over and over again. А затем он снова встал перед Господом Джаганатхой со сложенными ладонями и начал плакать, повторяя имя Шринивас, Шринивас, Шринивас снова и снова. You could say calling Srinivas to take birth in that family of Chaitanya Das and Lakshmi Priya. Можно сказать, что он призывал Шриниваса принять рождение в этой семье Чайтанья Даса и Лакшми Прии. So later, the Lord Mahaprabhu, he wrote a letter to Lord Nityananda in Bengal. Позднее Господь Махапрабху написал письмо Нитьянанде Прабху в Бенгалию, Informing him that the couple, Chaitanya Das and Lakshmi Priya, in the village of Chakandi, would soon have a great Vaishnav son named Srinivas, who, quote, would be the embodiment of devotional love. сообщив ему, что у этой пары Чайтанья Даса и Лакшми Прии в деревне Чханди вскоре родится великий сын Вайшнав по имени Шринивас, который будет олицетворением божественной любви. But it's very interesting Но это очень интересно, that without knowing that Lord Chaitanya had blessed them in that way, Chaitanya Das and Lakshmi Priya actually went to visit Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Puri. что не зная, что Господь Чайтанья благословил их таким образом, Чайтанья Дас и Лакшми Прия пришли, чтобы встретиться с Чайтаньей Махапрабху в Джаганатхапуре, Before conceiving Srinivas. прежде чем зачать Шриниваса. And the Shastra describes they had come to have Mahaprabhu's darshan to inform him of their desire that they would like to have a son who would help him spread the Sankirtan movement everywhere. В шастрах описано, что они пришли, чтобы получить даршан Махапрабху и сообщить ему, что хотели бы иметь сына, который помог бы ему распространить движение Санкиртаны повсюду. So the Lord is desiring that, and the parents are desiring that, so it's bound to happen. Итак, Господь желал этого, и родители желали этого, поэтому это должно было произойти. So actually on that occasion, Lord Chaitanya told them, actually through his servant Govindadas, that yes, very soon you'll give birth to a great devotee named Srinivas. По этому случаю Господь Чайтанья сказал им через своего слугу Говинду Дасу, что вскоре вы дадите рождение великому преданному по имени Шринивас. Here are the Lord's exact words. Вот точные слова Господа. Through Rupa and Sanatan I will manifest the Bhakti Shastras, and through Srinivas I will distribute them. Hey Govinda, meaning his servant, tell Chaitanya Das that they should return to their village at once. Через Рупу и Санатану я явлю Бхакти-шастры,
а через Шриниваса я распространю их. Хей Говинда, имеется в виду его слуга, скажи Чайтанья Дасу, что они должны немедленно вернуться в свою деревню. And then Mahaprabhu, he also appeared to Srila Sanatana Goswami in a dream. Затем Махапрабху также явился во сне Шриле Санатане Госвами. And he said to him in the dream, quote, a Brahmana boy named Srinivas will distribute love of God in Gaudadesh. When I have completed my manifest pastimes on this earth, he will come to Vrindavan. Look after him after he arrives in Braj. Он сказал ему во сне, цитата, «Мальчик-браман по имени Шринивас распространит любовь к Богу в Гаудадеше. Когда я завершу свои проявленные лилы на этой земле, он придет во Вриндаван. Позаботься о нем, когда он придет во Врадж». So in time, Chaitanya Das and Lakshmi Priya, they conceived Srinivas. В свой срок Чайтанья Дас и Лакшми Прия зачали Шриниваса. And the book Prema Vilas states, quote, even within his mother's womb, this Srinivas had the power to flood the entire world with the holy names of God. В книге Према Виласа утверждается, цитата, «Даже находясь в утробе своей матери, этот Шринивас обладал силой затопить святыми именами Господа целый мир». It's amazing. Это потрясающе. Even within his mother's womb, this Srinivas had the power to flood the entire world with the names of God. Даже находясь в утробе своей матери, этот Шринивас обладал силой затопить святыми именами Господа целый мир. Then in time, as predicted, Lakshmi Priya gave birth to Srinivas. Как и было предсказано, в положенное время Лакшми Прия родила Шриниваса. He was a healthy baby and he grew quickly. Он был здоровым ребенком и быстро рос. And with some intense searching, I actually found in Shastra the very first words that Srinivasacharya spoke. И после интенсивных поисков я нашел в шастрах самые первые слова, которые произнес Шринивасачарья. You know, it's always a great joy for householders when their children, their babies start speaking. Для домохозяев это, как вы знаете, всегда большая радость, когда их дети, их ребенок начинает говорить. About a year and a half, or 2 years old, you know, he'll say "mama" or "papa." But Srinivasacharya, his first words were very divine. В 1,5 года или в 2 года они говорят «мама», «папа», но первые слова Шринивасачарьи были божественны. His first word Его первым словом было was Chaitanya. «Чайтанья». His second word was Radha. Его вторым словом было «Радха», And his third word was Krishna. а его третьим словом было «Кришна». So Chaitanya, Radha, Krishna. Чайтанья, Радха, Кришна. What parent would not be happy to hear the first word out of their son or daughter? Chaitanya, Chaitanya. Какой родитель не будет счастлив услышать, что первое слово, которое произнесет их сын или дочь, будет «Чайтанья, Чайтанья». So, as he grew up, it became time for his schooling. Итак, когда он подрос, пришло время для его обучения. Maybe he was 5 or 6, something like that. 7. Может быть, ему было тогда 5 или 6 или 7 But лет. before he started school, Mother Saraswati appeared to him in a dream. Но прежде чем он пошел в школу, ему во сне явилась мать Сарасвати. She's the goddess of learning, of course. Она является богиней знания. So in the dream, she said to Srinivas, Во сне она сказала Шринивасу: Srinivas, one day you will go to Vrindavan. Шринивас, однажды ты отправишься во Вриндаван. Through Lord Chaitanya Mahaprabhu's grace, you will be empowered to distribute transcendental books relating to the pastimes of the Lord. Благодаря милости Чайтани Махапрабху ты будешь уполномочен распространять трансцендентные книги, повествующие о лилах Господа. Therefore, there's no need for you to take any type of material education from anyone, because I will teach you everything you need to know. Поэтому тебе нет необходимости получать какие-либо материальное образование от кого-либо,
потому что я научу тебя всему, что тебе необходимо знать». In other words, you don't have to go to school. Другими словами, тебе не нужно идти в школу. She said, but always remember to chant the holy names of Radha and Krishna. Она сказала, но всегда помни о том, чтобы воспевать святые имена Радхи и Кришны. So, after receiving these instructions from the goddess of learning, Srinivas refused to go to the school or learn anything from any teacher. Получив такие наставления от богини знания, Шринивас отказался идти в школу или учиться чему-либо у какого-либо учителя. And his parents were filled with anxiety at the thought that their son would remain uneducated. Его родители были преисполнены беспокойства при мысли, что их сын останется необразованным. But as he promised, had been promised by Saraswati in his dream, just by sitting down and chanting Hare Krishna all day, she blessed him to master all types of education within no time. He didn't have to go to school. She gave him all that knowledge. How did he do it? Day and night he would simply sit and chant the names of Radha Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Но, как и обещала во сне Сарасвати, она благословила его, что просто сидя и повторяя Харе Кришна весь день, он овладеет всеми видами знания в мгновение ока. Ему не нужно было идти в школу. Она дала ему все это знание. Как он это сделал? Он просто днем и ночью сидел и воспевал имена Радхи и Кришны. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. So he never went to school, but he learned everything by Saraswati's grace. By following her instruction, just chant Hare Krishna. Таким образом, он никогда не ходил в школу, но он научился всему по милости Сарасвати, следуя ее наставлению просто повторять Харе Кришна. This is a special case. It's not that our children can imitate that. They have to go to school. Это особый случай. Это не то, что наши дети могут имитировать. Они должны ходить в школу. There's a saying in India, youth is meant for education. В Индии есть такая поговорка: юность предназначена для образования. So later, for his spiritual education, his father sent him to study under an intimate associate of Lord Chaitanya. His name was Narahari Sakar. Поэтому позже его отец ради его духовного образования отправил его учиться под руководством близкого спутника Господа Чайтанья. Его звали Нарахари Сакхар. And after his spiritual education, Narahari Sakar decided to send him to Jagannath Puri to have darshan of Chaitanya Mahaprabhu and his associates there. После того, как он получил духовное образование, Нарахари Сакхар решил отправить его в Джаганнатхапури, чтобы получить там даршан Чайтаньи Махапрабху и его спутников. Mahaprabhu was in the Gambhira temple, you know, with that very deep esoteric pastime. Махапрабху был в храме Гамбхира. Это очень глубокая, эзотерическая лила. But unfortunately, very unfortunately, by the time Srinivas reached Puri, Lord Chaitanya had wound up his pastimes here on the earth planet and he'd gone back to the spiritual world. Но, к сожалению, к большому сожалению, к тому времени, когда Шринивас достиг Пури, Господь Чайтанья завершил свои лилы здесь, на планете Земля, и он вернулся обратно в духовный мир. It was going to be a reoccurring theme in Srinivas's life that one after another, all the great associates of Lord Chaitanya would leave this world before he could have their darshan. Это будет повторяющейся темой в жизни Шриниваса. Один за другим великие спутники Господа Чайтаньи оставляли этот мир до того, как он мог получить их даршан. In fact, not long after Lord Chaitanya Mahaprabhu disappeared, Srinivas learned that Advaitacharya and Lord Nityananda and some other stalwart devotees, they'd also finished up their pastimes and went back to the spiritual world. Вскоре после ухода Господа Чайтаньи Махапрабху, Шринивас узнал, что Адвайта Ачарья, Господь Нитьянанда и другие преданные также закончили свои лилы и вернулись в духовный мир. Actually, in the Prema Vilas, Nityananda Das reveals how Srinivas
Acharya was thinking at this time. Нитьянанда Дас в Према-Виласе объясняет, как думал тогда Шринивас Ачарья. Quote, "Oh, how unfortunate I am. «О, как неудачлив я! I was not able to see Shri Chaitanya Mahaprabhu. Мне не удалось увидеть Шри Чайтанья Махапрабху. Alas, I cannot even see the lotus feet of Lord Nityananda, nor am I able to see the wonderful form of Advaita Acharya." Увы, я не смог увидеть ни лотосные стопы Нитьянанды Прабху, ни прекрасную форму Адвайта Ачарья. I cannot have the association of Swarup Damodar, Ramananda Roy. Я не смог получить общение с Сварупой Дамодара и Рамананда Рая. I cannot take part in the Sankirtan movement with all these devotees. Oh, how miserable my life is now. Я не смог принять участие в движении Санкиртаны вместе с этими преданными. О, как несчастна теперь моя жизнь! This is real lamentation. Вот настоящий плач. Not that, my girlfriend left me, or my car had an accident, or someone stole my money. Real lamentation is when we can't get the association of the Lord's wonderful devotees. Не то, что моя девушка бросила меня, или моя машина попала в аварию, или кто-то украл мои деньги. Настоящее сожаление заключается в том, что мы не можем получить общение удивительных преданных Господа. Everything can be dovetailed in Krishna consciousness, even lamentation. Все может быть задействовано в сознании Кришны, даже сожаление. Now, while he was lamenting in this way, he suddenly heard an akashvani. Akashvani means a voice from the sky. Пока он подобным образом сокрушался, он вдруг услышал Акашвани. Акашвани означает «голос с неба». The voice said, "Srinivas, why are you thinking in this way? By the divine arrangement of Chaitanya Mahaprabhu, you are destined to flood the universe with love of Godhead. Rupa and Sanatan are still engaged in writing books in Vrindavan." Голос сказал: «Шринивас, почему ты так думаешь? По божественному замыслу Шри Чайтанья Махапрабху тебе суждено затопить вселенную любовью к Богу. Рупа и Санатаны все еще заняты написанием книг во Вриндаване». So some time had passed when one day Lord Chaitanya himself appeared to Srinivas in a vision and a dream. We say dream, but not like our dreams. These are visions. And Mahaprabhu said something very important to him. Через какое-то время Господь Чайтанья явился Шринивасу в видении или во сне. Мы обычно называем это снами, но это не похоже на наши сны, это видение. И Махапрабху сказал ему что-то очень важное. He said, "Listen, Srinivas, you are the embodiment of love. Why are you waiting for shelter? Without wasting time, go to Vrindavan and take refuge at the feet of Gopal Bhatta Goswami." «Послушай, Шринивас, ты воплощение любви. Почему ты ждешь прибежища? Не тратя времени даром, отправляйся во Вриндаван и прими прибежище лотосных стоп Гопала Бхатты Госвами». He is from Tailangadesh, South India, and is extremely dear to me. Он из Тайлангадеша в Южной Индии и чрезвычайно дорог мне. Rupa and Sanatan are there, also there, and they will hand over all the books that they have written to you. They are very anxiously awaiting your arrival there. Рупа и Санатаны также находятся там. Они передадут тебе все книги, которые они написали. Они с волнением ждут твоего прихода туда. So he had the instruction to go to Braj. Итак, он получил наставление отправиться во Врадж. However, there's a lot of detail given in Prema Vilas. Однако в Према-Виласе есть много подробностей. That his trip to Vrindavan was delayed for some time, as he associated with a few of the associates of Lord Chaitanya that were still living in Orissa and Bengal. О том, что его путешествие во Вриндаван было отложено на некоторое время, потому что он общался с некоторыми из немногих спутников Господа Чайтаньи, которые все еще жили в Орисе и Бенгалии. So meanwhile in Vrindavan, Rupa Goswami was becoming very anxious about this delayed arrival of Srinivas. А тем временем во Вриндаване Рупа Госвами стал очень беспокоиться о том, что приход Шриниваса откладывается. Unfortunately, during this delay, Srila Sanatana Goswami passed away from this world. К сожалению, во время этой задержки Шрила Санатана Госвами покинул этот мир. And Rupa Goswami was feeling very intense separation from Sanatana. Рупа Госвами чувствовал очень острую разлуку с Санатаной.
And he didn't know how much longer he could remain in this world without the association of Sanatana Goswami. Он не знал, сколько еще сможет оставаться в этом мире без общения с Санатана Госвами. So one morning, Rupa Goswami went to the samadhi, the new samadhi of Sanatana Goswami, and crying pitifully there. He kept calling out the name Srinivas, 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 like hoping that through the transcendental medium, Srinivas would hear that and hurry to Vrindavan. Итак, однажды утром Рупа Госвами отправился в самадхи, новое самадхи Санатана Госвами, где, горестно плача, он продолжал взывать к нему «Шринивас, Шринивас, Шринивас», в надежде, что трансцендентный медиум Шриниваса услышит это и поспешит во Вриндаван. And from there he went to visit Srila Jiva Goswami, and he said, quote, I do not know why Srinivas is taking so long to come to Vrindavan. It's urgent that he arrive here soon. Otherwise, I'm afraid I may not meet him. А оттуда он пошел навестить Шрилу Дживу Госвами и сказал, «Я не знаю, почему Шринивасу требуется так много времени, чтобы прийти во Вриндаван. Необходимо, чтобы он пришел сюда в кратчайшие сроки, иначе я боюсь, что не увижу его». But at this particular point, Srinivas had just begun his journey to Vrindavan. В этот конкретный момент Шринивас только начал свое путешествие во Вриндаван. And it's written that, fearing that these great devotees in Vrindavan would leave before his arrival in Braja, it's described in Prema Vilas, that Srinivas practically ran the whole way to Vrindavan. В Према-Виласе описывается, что, боясь, что великие преданные во Вриндаване покинут этот мир прежде, чем он придет во Врадж, Шринивас практически бежал всю дорогу до Вриндавана. He was running. Он бежал. If you think about it, that it's a 3-month journey, and it's it's a jungle, and there's wild animals, and there's thieves and dacoits. It's a difficult journey. He just ran the whole way. Если вы подумаете об этом, что это 3-месячное путешествие, это джунгли, и там дикие животные, там воры, и бандиты, разбойники, и трудное путешествие, он просто бежал всю дорогу. And it's described the whole way he was absorbed in thoughts of Rupa and Sanatana Goswamis. Описывается, всю дорогу он был поглощен мыслями о Рупе и Санатане Госвами. And finally, he arrived, you could say, on the border of Vrindavan. He arrived at Vishramghat. Vishramghat is where many devotees begin their parikrama of Vrindavan. It's on the banks of the Jamuna. И, наконец, он достиг, можно сказать, границ Вриндавана, он пришел в Вишрамгхат. Вишрамгхат — это место, где многие преданные начинают свою парикраму по Вриндавану. Это на берегу Ямуны. Он сидел там, отдыхая. And while he was resting, he overheard 3 Vaishnavas passing by, talking about the disappearance of Sanatana Goswami, Raghunath Bhatta Goswami, and only the day before, Srila Rupa Goswami. И пока он отдыхал, он услышал, как 3 проходивших мимо вайшнавов говорили об уходе Санатаны Госвами, Рагунатха Бхатта Госвами и всего за день до этого Шрилы Рупы Госвами. Rupa Goswami passed away a day before he arrived. Рупа Госвами покинул этот мир за день до того, как он пришел во Вриндаван. This is why we're entitling this lecture "A Lifetime in Separation." Вот почему мы назвали эту лекцию «Жизнь в разлуке». A lifetime in separation. Жизнь в разлуке. That was an underlying theme of Srinivasacharya's life. Это было основным лейтмотивом жизни Шриниваса Ачарья. So when he overheard these 3 pilgrims, he asked them, "Is this true? What I hear? I was listening to you. Is this true what you've said?" Поэтому, когда он услышал разговор этих 3 паломников, он спросил их, «То, что я услышал, это правда?» So they replied, "Oh brother, what can we say? Vrindavan is now empty. It is our misfortune that we did not die before all these happenings. We cannot bear the separation of Srila Rupa Goswami." Они ответили,
О, брат, что мы можем сказать? Вриндаван теперь опустел. Это наше несчастье, что мы не умерли прежде, чем это все произошло. Мы не можем вынести разлуки со Шри Рупой Госвами. So Srinivasacharya, he called out, "O Providence, I cannot excuse you, but my ill fate is drowning me in an ocean of mercy, of misery. Blinded by tears, I'm unable to see the path before me." Шринивасачарья воскликнул: «О, провидение! Я не могу простить тебя, и моя злая судьба топит меня в океане страданий. Ослепленный слезами, я не могу видеть перед собой путь. I'm drowning in an ocean of misery. Я тону в океане страданий». Then he fell unconscious. Затем он упал без сознания. So again, we can see one by one, he's denied the association of the Lord and his dearmost followers. Итак, снова мы можем видеть, что несколько раз подряд он не смог получить общение с Господом и Его самыми дорогими последователями. Never to have their association in this lifetime. Он никогда больше не общался с ними в этой жизни. Thus, a lifetime of separation. Это жизнь в разлуке. Nevertheless, Srinivas continued on his journey into Vrindavan, and he met Srila Jiva Goswami, who took charge of him, and not long after that, he was initiated, official initiation by Srila Gopal Bhatta Goswami. Тем не менее, Шринивас продолжил свое путешествие во Вриндаван и встретил Шрилу Дживы Госвами, который взял на себя ответственность за него. И вскоре после этого он получил официальное посвящение у Шрилы Гопала Бхатты Госвами. И я читал об этой церемонии посвящения. Там так много того, что можно обсудить. Но я подумал, что там есть один момент, которым я бы хотел поделиться с вами. "My child, what is the essence of our Vaishnava teachings?" Unquote. На этой церемонии Гопал Бхатта Госвами спросил Шриниваса: «Дитя мое, в чем суть наших вайшнавских учений?» A nice question. Хороший вопрос. So how did Srinivas reply? И как же ответил Шринивас? He said, "My dear Guru Maharaj." Он ответил: «Мой дорогой Гуру Махарадж, Sri Chaitanya Mahaprabhu is the topmost guru, and the rules and regulations have been written by Sri Rupa Goswami, who is the guide of all devotees life after life. The devotee must always be obedient to his guru." Шри Чайтанья Махапрабху – наивысший гуру, а правила и предписания были написаны Шрилой Рупой Госвами, который является наставником для всех преданных, жизнь за жизнью. Преданный всегда должен повиноваться своему гуру. So by this time, Narottam Das Thakur had already arrived in Braja, and Shamananda Pandit would arrive shortly thereafter, our three heroes. Итак, к этому времени Нароттам Дас Тхакур уже пришел во Врадж, а вскоре после этого придет Шьямананда Пандит, они три героя. And very soon all of them became very close friends. И вскоре после этого они стали очень близкими While studying друзьями in the school of Jiva Goswami. во время обучения в школе Дживы Госвами. This is real friendship. Это настоящая дружба. Practicing Krishna consciousness together. Вместе практиковать сознание Кришны. Mundane friendship means you like the same, basically the same type of sense gratification. Материальная дружба означает, что вам нравятся одни и те же, по сути, одни и те же чувственные удовольствия. И это ведет человека вниз. You could say someone who encourages you, a friend, in sense gratification, it's not really a friend, because he's leading you downwards, or you're leading him downwards. Можно сказать, что тот, кто поощряет вас как друг в чувственных удовольствиях, на самом деле не друг, потому что он ведет вас вниз, и вы ведете его вниз. But if both friends like chanting Hare Krishna, both friends like Shastra, both friends like Krishna Katha, Prasadam, that's real friendship, because that elevates us back to the spiritual world.
Но если оба друга любят воспевать Хари Кришна, обоим друзьям нравятся шастры, обоим друзьям нравится Кришна Катха, прасад, это настоящая дружба, потому что она возвращает нас обратно в So Jiva духовный Goswami мир. educated them in all the deep esoteric subject matter of the Bhakti Shastras. Джива Госвами обучил их всем глубоким эзотерическим темам Бхакти-шастр. And one day towards the end of their studies, Jiva Goswami called Srinivas and he posed one single question to him to see if his student had actually understood the deep mysteries of bhakti or devotion to Krishna as it is in Sri Vrindavan Dham. Однажды, ближе к концу их учебы, Джива Госвами позвал Шриниваса, и он задал ему один единственный вопрос, чтобы увидеть, действительно ли его ученик понял глубокие тайны бхакти или преданности Кришны, такие, какие они есть в Шри He said, Вриндаван Shri Dhame. Jiva said, "Sit down, Srinivas, I have a question for you." Шри Джива сказал: «Садись, Шринивас, у меня есть к тебе вопрос. Look at all the creepers in this kunja here. Each evening, as the sun sets, they become very pale and shed all their leaves. But the next morning, as the sun rises, they appear very bright and jubilant with fresh and new leaves and blossoming flowers. I want to know the reason for this strange phenomena." Посмотри на все лианы в этой кунже. Каждый вечер на закате они бледнеют и сбрасывают все листья. Но на следующее утро, когда встает солнце, они кажутся яркими и сияющими, с новым, свежими листьями и распускающимися цветами. Я хочу знать причину этого In странного the evening, all феномена the leaves would природы. fall off, just be bare branches. They look very dry, not very nice. But next morning, all the leaves would come back, the flowers would come back, the bees would be buzzing. Вечером все листья опадают, остаются только голые ветви. Они выглядят очень сухими, не очень красиво. Но на следующее утро все листья Srinivas, why is восстанавливаются, this цветы happening? распускаются, пчелы начинают жужжать. So at Итак, that time, Шринивас, почему Srinivas так closed his происходит? eyes and he began to meditate very deeply on the lotus feet of Rupa Goswami. В это время Шринивас закрыл глаза и начал медитировать, очень глубоко медитировать на лотосные стопы Шрилы Рупы Hoping Госвами, to receive some insight into the matter. надеясь получить некоторое понимание этого вопроса. We also do that when we pray to our previous acharyas. Мы тоже так делаем, когда молимся нашим предыдущим ачарьям. It's not just prayer, it's a prayer with a meaning from the heart. And actually, these previous acharyas, they can reciprocate with us. Это не просто молитва, это молитва со смыслом от всего сердца. И на самом деле эти предыдущие ачарьи могут ответить нам, As can Krishna. молясь Кришне, прося Кришну. My dear Lord, my dear energy, the Lord, please once again engage me in your devotional service. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Мой дорогой Господь, моя дорогая энергия Господа, пожалуйста, снова займи меня преданным служением Тебе. Харе So Кришна, Srinivas Харе was just there Кришна, meditating on the Кришна, lotus Харе feet of Харе. Rupa Goswami. Шринивас сидел, медитируя на лотосные стопы Рупы Госвами. And after some time, he returned to external consciousness, and with a smile, he folded his hands and he said to Jiva Goswami, Через некоторое время он вернулся в свое внешнее сознание и с улыбкой, сложив руки, сказал Дживе Госвами: Vrindavan is the place of Krishna's eternal pastimes, and this unusual phenomena is connected to the Lord's Leela. Вриндаван — место вечных лил Кришны, и это необычное явление связано с лилой Господа. He said when Krishna and his cows leave the forest and the pasturing grounds to return home in the evening, the trees and creepers and flowers, they become morose and grief-stricken. It's not possible for them to remain alive in his absence. Он продолжал:
Когда Кришна и его коровы покидают леса и пастбища, чтобы вечером вернуться домой, деревья, лианы и цветы становятся понурыми и пораженными горем. Они не могут оставаться в живых в его And thus they отсутствие. shed all their leaves and all their flowers. It's just dry sticks. They're very morose and unhappy. И поэтому они сбрасывают все свои листья, и все их цветы засыхают на сухих веточках. Они очень понурые и несчастные. But when Krishna returns the next morning with his cows and his cowherd boyfriends, life comes back to all these trees and creepers and flowers, and they again appear with fresh leaves and buds and flowers and all eager for his association. Но когда на следующее утро Кришна возвращается со своими коровами и его друзьями-мальчиками-пастушками, жизнь возвращается ко всем этим деревьям, лианам и цветам, и они снова появляются со свежими листьями, бутонами и цветами, и все жаждут общения с Asking for ним. some answer like botanical, to describe the activities in a botanical garden, you know, how things dry up and become fresh. No. He said to Srinivasacharya, "My dear Srinivas, yes, you have understood the secrets of Vrindavan." И этот ответ, который Джива Госвами ожидал, он не задал вопрос, который был связан с явлениями в ботанике, которые описывают процессы в ботаническом саду, как растения иссушаются и становятся свежими. Нет. Он сказал Шринивасачаре: «Мой дорогой Шринивас, да, ты понял секреты Вриндавана». Sri Braja Bhumi Shri Vrindavan Dham Ki. Чай. So, moving on now. Итак, продолжаем далее. The Bhakti Ratnakara describes how one day Jiva Goswami decided to send Srinivas and Narottam on tour, on pilgrimage of the holy places of Vrindavan, but he didn't know who could guide them on that tour. Бхакти Ратнакара описывает, как однажды Джива Госвами решил отправить Шриниваса и Нароттаму в путешествие по святым местам Вриндавана, но он не знал, кто мог бы вести их в этом путешествии. Raghava Acharya, who lived in a cave at the southern tip of Govardhan Hill, he arrived from Govardhan, and after being very nicely received by Jiva Goswami, he told Jiva, "I've decided to tour all of Braja, but for that reason I've come here to get your blessings first." Как раз в это время Рагава Ачарья, который жил в пещере на южном склоне холма Гавардхана, пришел с Гавардхана, и после того, как его очень хорошо принял Джива Госвами, он сказал Дживе: «Я решил совершить путешествие по всему Враджу. По этой причине я пришел сюда, чтобы сначала получить твои благословения». Джива был очень рад услышать эти новости. И он попросил Рагава Ачарью взять с собой Нароттама и Шриниваса. Это очень знаменитая парикрама. Она очень подробно описана в Бхакти Ратнакаре. And therein it's described that the three of them set the best example of doing Vrindavan Parikrama by bathing in each one of Vrindavan's sacred lakes. Там описывается, что они трое показали лучший пример совершения Вриндаван Парикрамы, принимая омовение в каждом из священных озер Вриндавана. Which were really no more than, water holes at that time. Later the Goswamis excavated them, but they would bathe. Которые в то время были не более чем водоемы. Госвами раскопали их позже, но они все равно принимали там омовение. So again, it's a very famous parikrama. Так что это очень известная парикрама. And Bhakti Ratnakara concludes, it says that Raghava Acharya was an example of the perfect panda, or priest, to take them around. Srinivasacharya and Narottam Das Thakur were examples of perfect pilgrims, and Jiva Goswami was an example of the perfect sponsor of the parikrama.
Бхакти Ратнакара заключает, что Рагава Ачарья был примером идеального панды или священнослужителя, который их сопровождал. Шринивас Ачарья и Наратам Дас Тхакур были примером идеальных паломников, а Джива Госвами был примером идеального организатора парикрама. Now, as we've mentioned several times in our previous lectures, Jiva Goswami had special plans for these three devotees. Как мы несколько раз упоминали в наших предыдущих лекциях, у Дживы Госвами были особые планы в отношении этих трех Specifically, he преданных. had plans for Narottam, Srinivas, and Shyamananda. В частности, у него были планы относительно Наратама, Шриниваса и Шьямананды. And after studying under Jiva Goswami for several years, these three heroes, Jiva Goswami got a request from Mother Janava Mata, to send all the Goswami's books to Bengal. После обучения этих трех героев у Дживы Госвами в течение нескольких лет Джива Госвами получил просьбу от Джахнави Маты отправить все книги Госвами в Бенгалию. All the writing was going on in Vrindavan, and it was being shared there, but no one else was hearing. So the Bengali devotees, they wanted to hear these books of the Goswamis. Все книги писались во Вриндаване, и им делились там, но никто другой их не слышал. Поэтому бенгальские преданные хотели послушать эти книги Госвами. So Jiva Goswami arranged for a bullock cart to carry the books, along with an armed escort. Чтобы перевести книги, Джива Госвами организовал воловью повозку вместе с вооруженным сопровождением. And a new detail, which I didn't know previously, I read that he also sent them, he also arranged for them the best travel documents available. И новая подробность, о которой я раньше не знал. Я читал, что он также подготовил для них лучшие доступные проездные документы на перевозку. This is 500 years ago, but it appears travel documents were also required. Это было 500 лет назад, но оказывается, также требовались проездные документы. So Narottam, Srinivas, and Shyamananda Pandit, they left Vrindavan with heavy hearts, tearful eyes, but also along with the blessings of their gurus and the devotees of Vrindavan. Итак, Наратам, Шринивас и Шьямананда Пандит покинули Вриндаван с тяжелым сердцем, со слезами на глазах, но также вместе с благословениями своих гуру и преданных Вриндавана. And they headed east towards Bengal. И они направились на восток, в сторону Бенгалии. Everything was going fine Все шло хорошо, until they reached Vana-Vishnupur. Sometimes it's just called Vishnupur. пока они не добрались до города Вана-Вишнупур. Иногда его просто называли Вишнупур. And the king of Vishnupur, his name was Raja Virham Vira. Царя Вишнупура звали Раджа Вирхам Вира. And through his astrologers, he knew that these three mendicants were carrying, quote, a priceless treasure through his kingdom. От своих астрологов он узнал, что эти трое нищих везли, цитата, «бесценное сокровище через его царство». So he ordered his men soldiers to steal that treasure, which, as we know, were books, not only books, but the books of the Goswamis, which were priceless. Поэтому он приказал своим солдатам украсть это сокровище, которое, как мы знаем, представляло из себя не просто книги, а книги Госвами, которые были бесценны. So this pastime has been discussed many times. Эту лилу рассказывали много раз. And Prema Vilas goes into great detail how the books were recovered by actually Srinivasacharya. Премия Виласа очень подробно описывает, как книги были возвращены Шринивасачарьей. When the books were stolen by the king's soldiers, Srinivas told Narottam to go back to Bengal and preach, and he told Shyamananda Pandit to go to Orissa to preach, and that Srinivas would find those books.
Когда книги были украдены царскими солдатами, Шринивас сказал Наратаму вернуться в Бенгалию и проповедовать. И он сказал Шьямананде Пандиту отправиться в Орису проповедовать, и что он, Шринивас, найдет эти книги. And they were found. И они были найдены. And when Srinivas later informed Jiva Goswami that the books had been found, because the devotees had been informed that they had been lost, when he informed they'd been found, there was a huge celebration in Vrindavan, and everyone praised Srinivas's greatness. Когда позднее Шринивас сообщил Дживе Госвами, что книги были найдены, потому что преданным сообщили, что они были потеряны, когда он сообщил, что их нашли, во Вриндаване был огромный праздник, и все восхваляли величие Шриниваса. And oral tradition has it that Shamananda Prabhu later had all those books copied, and the copies were sent back to Jiva Goswami, who, concerned that the books would be properly preserved, placed them in an airtight container and buried the container next to the samadhi of Sanatana Goswami, creating what is called the Granth, or the book samadhi. Согласно устной традиции, Шьямананда Прабху позже сделал копии всех этих книг, и копии были отправлены обратно Дживе Госвами, который, беспокоясь, что книги не будут должным образом сохранены, поместил их в герметичный контейнер и закопал контейнер рядом с самадхи Санатаны Госвами, создав так называемое Грант Самадхи или книжное самадхи, самадхи для книг. Book samadhi. Самадхи книг. I often like to go to the Samadhi Mandir of Sanatana Goswami. Мне часто нравится ходить в Самадхи Мандир Санатана Госвами And pray for his blessings to become a good preacher. И просить его благословений, чтобы стать хорошим проповедником. And a good example in Krishna consciousness. И хорошим примером в сознании Кришны. I've been going there since 1973, actually. Я прихожу туда с 1973 года. And I know about that Granth Samadhi where all these books are being preserved. И я знаю об этом Грант Самадхи, в котором хранятся все эти книги. It's never been opened because it's described that some of those books are so deep, so esoteric and advanced that no mortal human being should read them. They're just meant for pure, unalloyed devotees of the Lord. Его никогда не открывали, потому что говорится, что некоторые из этих книг настолько глубокие, настолько эзотерические и возвышенные, что ни один смертный человек не должен их читать. Они предназначены для чистых, беспримесных преданных Господа. When I have time, I like to go there and just sit next to that book samadhi and read one of Srila Prabhupada's books. Когда у меня есть время, я люблю приходить туда. Я просто сижу рядом с этими самадхи книг и читаю одну из книг Шрилы Прабхупады. What better place to read than the Granth Samadhi, where all these books are preserved? The atmosphere there is very conducive for diving into the nectar of Prabhupada's books. Нет лучшего места для чтения, чем Грант Самадхи, где хранятся все эти книги. Атмосфера там очень способствует погружению в нектар книг Шрилы Прабхупады. So when Srinivasacharya was finding those books, he actually gave a lot of association to the king and the queen and the ministers and everybody in Vishnupur. Когда Шринивасачарья нашел эти книги, он дал очень много общения царю, царице, министрам и всем в Вишнупуре. And one of his, you could say, one of his most striking achievements while in Vana Vishnupur was that he went on to transform the entire kingdom into Vaishnavas. И одно из его, можно сказать, самых поразительных достижений во время пребывания в Вишнупуре было то, что он продолжил делать всех жителей царства вайшнавами. To begin with, he initiated the king as his disciple, he initiated the queen and all their family members. Для начала он инициировал царя как своего ученика, он инициировал царицу и всех членов их семьи. The king who, ordered his soldiers to steal the treasure, the books, he became a disciple. Царь,
который приказал своим солдатам украсть сокровища книги, он стал учеником. You see how a Vaishnav can forgive and then he can bless. Вы видите, как вайшнав может простить, а затем он может благословить. That's our business also as Sankirtan devotees. You know, we're out there, we're in our hearts we're forgiving people for all their nonsense and hoping that they'll take this gift of Krishna consciousness that we're giving them. That was our change of heart previously as well, we must admit. Это касается нас, как преданных Санкиртаны. Мы на улице, мы в наших сердцах прощаем людям всякие глупости и надеемся, что они воспримут этот дар сознания Кришны, который мы даем им. Это раньше также было изменением нашего сердца. Мы должны признать это. Vaishnavas roam the world, forgiving, blessing, forgiving, blessing, forgiving, blessing, as we have been forgiven and as we have been blessed. This is Vaishnava. Вайшнавы странствовали по миру, прощая и благословляя, как мы были прощены и как мы были благословлены. Это Вайшнав. So Srinivasacharya spent quite a lot of time in Vishnupur. Итак, Шринивасачарья провел довольно много времени в Вишнупуре. And the king, his disciple, would often consult Srinivasacharya in all matters like transcendental and practical. И царь, его ученик, часто советовался со Шринивасачарьей по всем вопросам, трансцендентным и практическим. And in giving direction to the king, it's said that Srinivasa's directions, well, it's described that even in political and legal decisions, Srinivasa's judgments reflected the truths of Vedic scriptures, primarily Srimad Bhagavatam. Описывается, что даже в политических и юридических решениях суждения Шриниваса Ачарьи отражали истины ведических писаний, в первую очередь Шримад Бхагаватам. And the king made the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra, he made that chanting compulsory for all citizens. All citizens had to chant Hare Krishna every day. They had to do japa every day. A prescribed number of rounds. И царь сделал повторение Харе Кришна Махамантры обязательным для всех граждан. Все граждане должны были повторять Харе Кришна каждый день. Они должны были повторять джапу каждый день, установленное количество кругов. And if one didn't chant, that was considered a punishable offense. One would be punished for not chanting Hare Krishna. И если кто-то не повторял, это считалось наказуемым преступлением. Его могли наказать за то, что он не повторяет Харе Кришна. And it was arranged that citizens would observe national holidays on important Vaishnav festival days. Было установлено, что жители города будут отмечать национальные праздники в дни важных вайшнавских праздников. And many temples were constructed during that period around Vishnupur. В то время было построено много храмов в Вишнупуре. And scholars say that Vaishnavism became the way of life. Ученые говорят, что вайшнавизм стал образом жизни. And all the citizens were devotees. Все граждане Вишнупура были преданными. I read that their conduct was virtuous, humble, and courteous. Я читал, что их общение было добродетельным, смиренным и учтивым. Isn't that nice? Devotees would like to be known for the fact that they're virtuous, humble, and courteous. Разве это не замечательно? Преданным хотелось бы, чтобы о них знали, потому что они добродетельны, смиренны и учтивы. So Vishnupur became like an ideal state, an ideal kingdom. Таким образом, Вишнупур стал похож на идеальное государство, идеальное царство. And Srinivasacharya was revered throughout Vishnupur as the Raj Guru, meaning the spiritual authority for the state. Шринивасачарья почитался в Вишнупуре как Раджа Гуру, что означает духовный авторитет в государстве. I'm writing that name down. It's a good name for a disciple, Raj Guru Das. Я запишу это имя. Это хорошее имя для ученика. Радж Гуру Дас. I'm always looking for names because, well, for the disciples, a name's so important, isn't it? So one of my responsibilities to find
good names for the Я всегда disciples. ищу имена, потому что для учеников имя также важно, не так ли? И одна из моих обязанностей — найти хорошие имена для учеников. Your name is Rajguru Das. Ваше имя Раджгуру Дас. What does it mean, Guru Maharaj? Что это означает, Гуру Махарадж? It means a good servant of Srinivasacharya. Но означает достойный слуга Шриниваса Ачарьи. So he became the spiritual authority for the kingdom. Итак, он стал духовным авторитетом в царстве. But it's said, it's noted, he never lost his humble nature. Но говорится, Srinivas. что Шринивас никогда не терял своей смиренной природы. He never lost his humble nature as an instrument in the service of the previous acharyas. We're all just instrument in Prabhupada's hands. Но говорится, что Шринивас никогда не терял своей смиренной природы как инструментов в служении предшествующим ачарьям, так же, как мы все просто инструменты в руках Прабхупады. Oh no, you're this, you're that, you've done this, you've done that. No, sir. I'm simply the servant of a glorious master. That's all I am. I'm just the servant of a glorious master. Ты сделал то, ты сделал это. Нет, сэр, я просто слуга прославленного учителя. Вот кто я. Это то, кем я являюсь на самом деле. Я всего лишь слуга прославленного учителя. Somebody's doing a television interview, a radio interview. So, could you please tell us who you are? Welcome to our radio station. Who are you? I'm the servant of a glorious master. Кто-то, например, дает телеинтервью или радиоинтервью. Его спрашивают: не могли бы вы рассказать нам, кто вы? Добро пожаловать на нашу радиостанцию. А кто вы? Я слуга прославленного учителя. Well, sir, what do you hope to achieve in this lifetime? To become the servant of a glorious master. Что ж, сэр, чего вы надеетесь достичь в этой жизни? Стать слугой прославленного учителя. And while doing so, remain very humble. И при этом оставаться очень смиренным. So, like that, Srinivasacharya was worshipped at every festival, offered all kinds of comforts, and it's described he was personally attended to by the king. Подобным образом Шринивасе Ачарьи поклонялись на каждом празднике, предлагали всевозможные удобства, и описывается, что царь лично заботился о нем. But it's written that Srinivas was content to live in a straw hut and distribute whatever wealth he got to other Vaishnavas. Описывается, что Шринивас был удовлетворен тем, что он жил в соломенной хижине, и какое бы богатство он ни имел, он все раздавал другим вайшнавам. And perhaps historically, what's most impressive was the effect Srinivas and the king had on future generations. И, возможно, исторически впечатляющим было то влияние, которое Шринивас и царь оказали на будущее поколения. Future generations of Vishnupur's rulers. На будущие поколения правителей Вишнупура. Because by their example, future rulers maintained the righteousness of the government and even expanded upon it. Потому что своим примером будущие правители поддерживали праведность правительства и даже расширяли его. I was reading an article by not a devotee, but a historian. Я читал одну статью, которую написал не преданный, а один историк. He wrote that the influence of Vishnupura's kings coming down from the time of Srinivasacharya has been so powerful that even today the citizens are accustomed to make offerings of food to Lord Chaitanya in the name of the king at home and on occasions of public worship. It's still going on. Он писал, что влияние царей Вишнупура, правивших со времен Шринивасачарьи, было настолько сильным, что даже сегодня его граждане привыкли предлагать пищу Господу Чайтанье от имени царя у себя дома и во время публичного поклонения. Это до сих пор имеет место. In other words, in Vishnupur, everybody still offers their food to Lord Chaitanya, in the name of the king to give gratitude to him, on home or when they're at home or in big
events. It's still going on. Другими словами, в Вишнупуре все по-прежнему предлагают свою пищу Господу Чайтанье от имени царя, чтобы выразить ему благодарность. Когда они у себя дома или на больших мероприятиях, это все еще продолжается. Now, after some years in Vishnupur, Srinivas Acharya left to continue his traveling and preaching. Проведя несколько лет в Вишнупуре, Шринивас Ачарья покинул Вишнупур, чтобы продолжить свое путешествие и проповедь. And later he married two very chaste women, as was a custom at that time. The men would marry twice. He married Ishvari and Gauranga Priya, who bore him 3 daughters and 1 son, respectively. Позже он женился на очень целомудренной женщине, как было обычаем того времени, что мужчина мог жениться дважды. Он женился на Ишвари и Гаурангаприе, которые родили ему 3 дочерей и 1 сына соответственно. And his daughters were named Hemalata, Krishnapriya, and Kanchana. Его дочерей звали Хималата, Кришнаприя и Канчана. And his son was named Gatigovinda. А его сына звали Гати Говинда. I have a very nice disciple in Russia, and his name is Gatigovinda. У меня есть очень хороший ученик в России, и его зовут Гати Говинда. Das. Дас. I remember at the initiation ceremony when I gave him that name, Chaturapma Prabhu, who knows all the lives of these acharyas very well. He's our Vaishnav historian. When he heard that I was giving that name, Gati Govinda Das, because he knows this Leela, I remember Chaturapma had a big smile on his face. And he's friends with Gati Govinda. Я помню, на церемонии инициации, когда я дал ему это имя, Чатуратма Прабху, который знает все жизни этих ачарьев очень хорошо, он наш вайшнавский историк. И когда он услышал, что я дал это имя, Гати Говинда Дас, поскольку он знает эту лилу, я помню, что на лице Чатуратмы была широкая улыбка, и он дружит с Гати Говиндой. So how fortunate we are to change our names, whatever they were, to the names that becoming the servants of these previous illustrious personalities. Such a blessing. И как же нам повезло, что мы изменили наши имена, какими бы они ни были, на имена, которые означают, что мы стали слугами этих предыдущих, выдающихся, прославленных личностей. Такое благословение. So this Hemlata, Krishnapriya, Kanchana, Gati Govinda, they were all great Vaishnavas who later gave shelter to many conditioned souls. Итак, Хемалата, Кришнаприя, Канчана, Гати Говинда — все они были великими вайшнавами, которые позже дали прибежище многим обусловленным душам. And as a daughter tends to inherit the qualities of her father, Hemalata, in particular, followed in the footsteps of her saintly father, Srinivasacharya. Как дочь стремится унаследовать качество своего отца, Хималата в особенности пошла по стопам своего святого отца, Шринивасачарья. It's described that she was, quote, a golden creeper of love for Lord Chaitanya, the divine couple. Описывается, что она была подобна золотой лиане любви Господу Чайтанье и божественной чите. And with the blessings of her father, Hemalata eventually went on to become a spiritual master herself with many initiated devotees, both men and women. С благословения своего отца Хималата в конце концов сама стала духовным учителем и инициировала многих преданных, как мужчин, так и женщин. Including the poet Yadunandana Das, who we mentioned in the very beginning of the lecture, was her very surrendered disciple. Включая поэта Ядунандана Даса, о котором мы упоминали в самом начале лекции. Он был ее очень преданным учеником. Now, amongst Srinivasacharya's many disciples, the foremost, no doubt, was the illustrious Ramchandra Kaviraj.
Среди множества учеников Шриниваса Ачарьи, несомненно, самым выдающимся или самым прославленным был Рамачандра Кавирадж. It makes your hair stand on end, right? When you say Ramchandra Kaviraj, whoa, he's such an amazing devotee. Когда мы слышим Рамачандра Кавирадж, это заставляет наши волосы вставать дыбом. О, он такой удивительный преданный. How Ramchandra Kaviraj became Srinivasa Acharya's disciple is very interesting. Это очень интересно, как Рамачандра Кавирадж стал учеником Шриниваса Ачарьи. It's described in Sri Karnananda. Об этом говорится в Шри Карнананде. Karnananda. Карнананда. So I'll share that pastime with you. Я поделюсь с вами этой лилой. One day, when Srinivasa Acharya was sitting on the bank of a pond to the west of his house, it's described, to the west of his house, he saw a big marriage party going, a marriage procession going by, like you see in India. Однажды, когда Шриниваса Ачарья сидел на берегу пруда, как описывается к западу от своего дома, он увидел проходящую рядом свадебную процессию, как это можно видеть в Индии. You know, there's people singing and dancing and music, and both the bride and the groom are being carried in palanquins. Вы знаете, там люди поют, танцуют и играют на музыкальных инструментах. Жениха и невесту несут на паланкинах. So, you know, it's a beautiful cultural event, and Srinivasa Acharya is watching. Это красивое культурное мероприятие, и Шриниваса Ачарья смотрел на него. And suddenly his vision focused on the bridegroom, the potential husband. Неожиданно его внимание сосредоточилось на женихе, будущем муже. And he looked at him, Он посмотрел на него and he saw that he had the shoulders like that of a lion, и увидел, что у него плечи, как у льва, a navel that was very deep. пупок, который был очень глубоким. He had silky curling hair, У него были шелковистые вьющиеся волосы, reddish feet and palms, красноватые ступни и ладони, a nose that was sharp and high, нос острый и высокий, teeth that were beautifully set. красивые зубы. His face was like that of a full moon. Его лицо было как полная луна. His lips were reddish like bimbu fruit. Его губы были красноватыми, как плод бимба. His eyes were like lotus petals. Его глаза, как лепестки лотоса. His neck was like that of a conch. Шея, как раковина. He had a slender waist, У него была тонкая талия, well-shaped thighs, бедра красивой формы. wore a silk dress and a garland of flowers, На нем были шелковые одежды и гирлянды из цветов. and his body was adorned with sandalwood paste. Его тело было украшено сандаловой пастой. So Srinivas couldn't stop looking at this person. Шринивас не мог насмотреться на этого человека. And he thought to himself, И он подумал про себя. is he the son of a Gandharva, a resident of heaven, or is he Kamadev himself? Such a beautiful person should certainly utilize his life in the service of Lord Krishna. Otherwise, what is the use of such extraordinary beauty? Неужели это сын Ганхарва? Или житель райских планет? Или сам Камадев? Такой красивый человек непременно должен посвятить свою жизнь служению Господу Кришне. Иначе какой толк от такой необычайной красоты? It's true, you know, what is the use of beauty, that opulence? Or the real use of beauty is to utilize it in the service of Krishna. Then it becomes something valuable. Otherwise, it's a distraction. Это правда. Что толку от красоты, этого богатства? Ведь настоящая польза от красоты – это когда мы используем ее в служении Кришне. Тогда она становится чем-то ценным, иначе она будет помехой. So Srinivas inquired. He went up to the marriage procession. He found some of the people, and he said, "Who's the bridegroom?" Поэтому Шринивас спросил. Он подошел к свадебной процессии, нашел некоторых людей и спросил, кто же и кем является жених. So one of the people there, they said, "Oh, that young man, he's Shri Ramchandra Kaviraj."
И один из этих людей сказал: «О, этот молодой человек, он Шри Рамачандра Кавирадж». A great scholar whose qualities equal those of Brihaspati and Saraswati. Великий ученый, чьи качества не уступают Брихаспати и Сарасвати. And he's a famous physician, a famous doctor. И он известный врач. And after obtaining this information, Srinivas went back to his house, and Ramachandra Kaviraj, who'd overheard Srinivas asking this question to some of the people present, he returned to his residence. Получив эту информацию, Шринивас вернулся в свой дом, а Рамачандра Кавирадж, который слышал, как Шриниваса задал этот вопрос некоторым присутствующим людям, вернулся в свой дом. And that night, Ramachandra Kaviraj, he spent the whole night thinking about Srinivasacharya because he'd seen him and asking the guests who he was. He was looking at him, and his heart was attracted to Srinivas because he looked so learned, so Krishna conscious, so effulgent. Рамачандра Кавирадж провел всю ночь, думая о Шринивасачарье, потому что он видел, как он расспрашивал о нем гостей. Он смотрел на него. Шринивас привлек его сердце, потому что он выглядел таким образованным, таким сознающим Кришну, таким сияющим. So he thought about him the whole night. He was supposed to think about his wife and the marriage. I mean, she was a nice devotee, of course, very beautiful girl, nice devotee, but he was thinking of Srinivasacharya. Он думал о нем всю ночь, хотя всю ночь он должен был думать о своей новобрачной. Конечно, она была хорошей преданной, очень красивой девушкой, она была хорошей преданной, но он думал о Шринивасе Ачарье. On the night of his marriage. В ночь своей свадьбы. So the next morning, he asked his wife to be excused for a little while, and then he ran to the residence of Srinivasacharya, and he found Srinivasacharya, and he came into his quarters, and he fell down on the ground in front of Srinivasacharya's feet, and he took those feet and he placed them on his heart. He said, Srinivas, 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 please accept me as your disciple. Итак, на следующее утро он отпросился у жены на какое-то время и затем побежал туда, где жил Шринивасачарья. И он нашел Шринивасачарью, вошел в дом и упал на землю к стопам Шринивасачарьи. Он взял эти стопы и прижал их к своему сердцу. Он сказал: «Шринивас, Шринивас, Шринивас, пожалуйста, прими меня как своего ученика». So Srinivas picked him up lovingly and he embraced him very warmly. Шринивас нежно поднял его с земли и тепло обнял его. Then to all the devotees who had assembled, you could say, to watch this astounding display of affection, Srinivas made an announcement. Затем всем преданным, собравшимся посмотреть на это поразительное проявление любви, Шринивас Ачарья объявил. He announced that he and Ramachandra Kaviraj had a very deep-rooted relationship and were meeting again after a very long separation to further the Sankirtan movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Он объявил, что у него и Рамачандры Кавираджа давние укоренившиеся отношения, и мы снова встретились после разлуки, чтобы продолжить движение Санкиртана Шри Чайтаньи Махапрабху. So for me that meant that, they'd known each other in previous lives in service to Mahaprabhu, obviously in the spiritual world, but who knows? We may meet our friends that we have now in Krishna consciousness in service to Guru and Gauranga in the next life. That would be nice. Итак, для меня это означало, что они знали друг друга в прошлых жизнях в служении Махапрабху и, очевидно, в духовном мире. Но кто знает, мы можем встретиться с нашими друзьями, которые у нас есть сейчас в сознании Кришны. Мы можем встретиться с ними и служить Гуру и Гауранге и в следующей жизни. И это было бы хорошо. So therefore, after hearing this pastime that they met after a long separation, I put that book down, that Kanananda aside, and I went to my altar and I made a little list of the godbrothers and godsisters whom I wish to be born with, birth after birth, if it's Prabhupada's desire, to serve the mission of Chaitanya Mahaprabhu. And that list also included all my disciples, at least mentally. And I presented that list to my deities
further approval and blessings that birth after birth I may live in the association, serve in the association of those wonderful Vaishnavas. Поэтому после того, как я услышал эту лилу, в которой они встретились после долгой разлуки, я отложил книгу Карнананду, подошел к моему алтарю и составил небольшой список духовных братьев и сестер, с которыми я хотел быть рождение за рождением, если на это будет воля Шрилы Прабхупады, чтобы служить с ними миссией Чайтаньи Махапрабху. И в список вошли все мои ученики, хотя бы мысленно. Затем я представил список моим божествам для одобрения и благословения, чтобы рождение за рождением я мог бы жить и совершать служение в обществе этих замечательных вайшнавов. Ramachandra Kaviraj went on to actually become Srinivasacharya's, as we mentioned earlier, foremost disciple. Шри Рамачандра Кавирадж, как мы уже ранее упоминали, стал впоследствии выдающимся учеником Шриниваса Ачарья. However, he was famous not only as the disciple of Srinivasacharya, but as the best friend of Narottam Das Thakur as well. Однако он прославился не только как ученик Шриниваса Ачарья, но и как лучший друг Нароттам Дас Тхакура. That we know from Govinda Kaviraj, as the younger brother of Ramchandra Kaviraj. He once wrote a very beautiful verse. Как нам известно от Говинды Кавираджа, младшего брата Рамачандры Кавираджа, он однажды написал очень красивый стих. Jai 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 Naro Thakur Narottama Prema Bhakti Maharaj Yakara Mantri Abhina Klevara Ramachandra Kaviraj. Quote, all glories to Narottam Das Thakur, the great king of pure loving devotion. His intimate friend and unfailing counselor, Ramchandra Kaviraj, is veritably his second body. Вся слава Нароттам Дас Тхакуру, великому царю чистой любовной преданности, его близкий друг и неизменный советник Рамачандра Кавираджа поистине является его вторым телом. In his own songs, Narottam Das Thakur repeatedly proclaims his deep affection for Ramchandra Kaviraj. В своих песнях Нароттам Дас Тхакур неоднократно заявляет о своей глубокой привязанности к Рамачандре Кавираджу. He writes in Prem Bhakti Chandrika. Он пишет в Према Бхакти Чандрике. Ramachandra Kaviraj Sheshanga Mori Kaja Tarashanga Vina Sabsunya Yadi Janma Hoi Puna Tarashanga Hoi Yeno Tabe Hoi Narottama Dhana. Quote, I desire the association of Ramchandra Kaviraj, without whose company the entire world is like a desert. If I must take birth again, I would feel myself fortunate to have his friendship. There you go. Я желаю общения с Рамачандрой Кавираджи, без которого весь мир подобен пустыне. Если мне придется снова принять рождение, я буду чувствовать себя счастливым, имея его дружбу. And as common with great souls, Ramachandra's character and his appearance were so extraordinary that people would talk of him as a descended demigod or the incarnation of a deity. Как это часто бывает с великими душами, характер и внешность Рамачандры были настолько необычными, что люди говорили о нем как о спустившемся полубоге или воплощении божества. It's said that Srinivasacharya embodied Lord Chaitanya's ecstasy, Narottam Das Thakur manifested Lord Nityananda's potency, and Ramchandra Kaviraj personified Gadadhar Pandit's bliss. Говорится, что Шриниваса Ачарья олицетворял экстаз Господа Чайтаньи, Нароттам Дас Тхакур проявлял силу Господа Нитьянанды, а Рамачандра Кавирадж олицетворял блаженство Гададхара Пандита. One time Ramchandra Kaviraj had a dream of Lord Chaitanya, and in that dream Mahaprabhu embraced him and said, O Kaviraj, you are as dear to me as Narottam Das. Dedicate yourself to preaching the science of pure devotion throughout this land. With Narottam, rescue men from sin and suffering. Однажды Рамачандре Кавираджу приснился Господь Чайтанья. Было видение Господа Чайтаньи. В этом сне Махапрабху обнял его и сказал: «О, Кавирадж, ты мне так же дорог, как Нароттам Дас.
Посвяти себя распространению по всей земле науки о чистой преданности. Вместе с Наратамой спасайте людей от грехов и страданий. And then Mahaprabhu disappeared. Затем Чайтанья Махапрабху исчез. But that very same night, Lord Chaitanya appeared in a dream to Srinivasacharya and told him of the orders those same orders he had given to Ramachandra. Той же ночью Господь Чайтанья явился во сне Шринивасачарье и рассказал ему о тех же самых наставлениях, которые он дал Рамачандре. He said, I've appeared in the dream of Ramachandra and I told him to dedicate himself to the science of pure devotion and work with Narottam to rescue men from sin and suffering. He told that to Srinivasacharya. Он сказал: «Я явился Рамачандре во сне, и я сказал ему, чтобы он посвятил себе науке чистой преданности и вместе с Наратамом спасал людей от греха, порока и страданий». Он сказал это Шринивасачарье. And it's written that when Srinivasacharya woke up, he was amazed how the Lord had favored, quote, favored his disciple, Ramchandra Kaviraj. Описывается, что когда Шринивасачарья проснулся, он был поражен тем, как Господь благосклонно относился к его ученику Рамачандре Now it's said Кавираджу. that Ramchandra Kaviraj and Narottam Das Thakur, they were like one soul in two bodies. Говорится, что Рамачандр Кавирадж и Наратам Дас Тхакур были как одна душа в двух телах. And people often spoke their names in one breath, in the same way that one might say Nara Narayan. They would say Narottam Ramachandra Kaviraj. Люди часто произносили их имена на одном дыхании. Точно так же, как они произносили бы Нара Нараяна, таким же образом они произносили Наратам Рамачандра Кавирадж. And it's written that Ramchandra Kaviraj and Narottam Das Thakur, they ate together, they bathed together, they performed Sankirtan together, they preached from village to village together, and they tasted the deeper esoteric ecstasies of Krishna consciousness together. Описывается, что Рамачандра Кавирадж и Наратам Дас Тхакур вместе вкушали и принимали омовение, вместе совершали санкиртану, вместе проповедовали из деревни в деревню, и они вместе испытывали глубокий эзотерический экстаз сознания Кришны. And so all these devotees who we've been discussing today, you know, in particular Srinivasacharya, Narottam, and we've mentioned Shamananda Pandit and of course Ramachandra, Ramachandra Kaviraj, they spent many years traveling together and spreading the Sankirtan movement. Итак, все эти преданные, о которых мы сегодня рассказывали, в частности Шринивасачарья, Наратам, и мы также упомянули Шьямананду Пандита и, конечно, Рамачандра Кавирадж, они провели много лет, путешествуя вместе, распространяя движение Санкиртаны. There's so many leelas, Sankirtan leelas. Так много Санкиртана лил. But these details actually you can learn from my godbrother Chadaratma Prabhu. He's our Vaishnava historian. Эти подробности вы можете узнать у моего духовного брата Чатуратмы Прабху, он наш вайшнавский историк. There's more to be learned, and you can learn. We've been going on for quite some time now, so we'll leave it to Chadaratma Prabhu. Есть еще многое, что можно узнать, и вы можете узнать, но мы уже и так довольно долго говорим, так что мы оставим это Чатуратме Прабху. He has a Facebook page called Vaishnavacharyas. У него есть страница в Фейсбуке под названием Вайшнава Ачарья. And he regularly lectures on the lives of the Vaishnava Acharyas. Он регулярно читает лекции о жизни вайшнавов Ачарьев. And you can find him on YouTube. И вы можете найти его на YouTube. And therein you can find, I'm sure, a very nice description of the Keturi festival that was organized by these great devotees as the first Gaur Purnima after Mahaprabhu left. Там вы можете найти, я уверен, очень красивое описание фестиваля в Кетуре, который организовали эти великие преданные, как первый фестиваль Гаура Пурнимы после ухода Махапрабху. But to come to a conclusion, Чтобы сделать вывод, it's not easy to stop. не просто остановиться. Srinivasacharya's departure from this world was triggered by the sudden disappearance of his beloved disciple, Ramchandra Kaviraj, during a visit together in Vrindavan some years later.
Уход Шриниваса Ачарьи из этого мира был вызван внезапным уходом его любимого ученика Рамачандры Кавираджа во время их визита во Вриндаван несколькими годами позже. They were visiting Vrindavan, Они посещали Вриндаван, and Ramchandra left this world. и Рамачандра покинул этот мир. And it's described that as a result, Srinivas lost his will to live, and he departed soon after Ramchandra Kaviraj. Говорится, что в результате Шринивас потерял желание жить, и он ушел вскоре после того, как ушел Рамачандра Кавирадж. And as we'll hear in our next lecture, which is probably about Narottam Das Thakur, feeling Ramchandra Kaviraj's separation, Narottam Das Thakur, he left soon after him. И как мы услышим на нашей следующей лекции, которая, вероятно, будет о Нароттаме Дасе Тхакура, страдая от разлуки с Рамачандра Кавираджем, Нароттам Дас Тхакур ушел вскоре после него. We can see these devotees could literally not live without the others. Я вижу, что эти преданные буквально не могут жить друг без друга. I'm hoping to develop that intensity of love for my spiritual master that, before I leave this mortal frame, I can have that same intensity of attachment and, not wanting, well, how would you say, wanting to be with him forever and never leave his association. Я надеюсь развить такую сильную любовь к моему духовному учителю, чтобы прежде чем я оставлю эту смертную оболочку, я мог бы иметь такую же глубокую привязанность, желая оставаться с ним навсегда и никогда не покидать его общество. So just as the authorized biographies of Lord Chaitanya Mahaprabhu, leave aside the details of how he passed from this world, so Srinivasa's followers are also silent about his disappearance. Так же, как авторитетные биографы Шри Чайтаньи Махапрабху не заостряют внимание на подробностях его ухода из этого мира, так и последователи Шриниваса умалчивают об уходе Шриниваса. But although his divine ascension, meaning going upwards to Goloka, remains a mystery, his whole life for us remains an inspiration forever. Но несмотря на то, что его божественное вознесение, что означает движение вверх, то есть возвращение на Галоку, остается загадкой, для нас вся его жизнь навсегда остается источником вдохновения. And the samadhis of both Srinivasacharya and Ramchandra Kaviraj, they're in a quiet courtyard in Vrindavan called Srinivas Kunj. Оба самадхи Шриниваса Ачарья и Рамачандры Кавираджа, находятся в одном тихом внутреннем дворике во Вриндаване, который называется Шринивас Кунджа. And there's also a samadhi of Srinivasacharya's beloved daughter, whom we mentioned earlier, Hemalata Goswamini, and they're all together. And that's one of my favorite places in creation. Здесь также находится самадхи любимой дочери Шриниваса Ачарья, о которой мы ранее упоминали, Хемалаты Госвамини. Все эти самадхи расположены вместе, и это одно из моих самых любимых мест во всем творении. I often visit there when I'm in Vrindavan. Я часто посещаю это место, когда бываю во Вриндаване. One of my favorite places in creation. Это одно из моих любимых мест во всем творении. Sometimes we go with a parikama party, sometimes I go alone. Иногда мы идем туда с группой парикрамы, иногда я иду один. And actually I embrace those samadhis and I pray for the mercy to be able to continue the wonderful seva that those devotees did in service to Chaitanya Mahaprabhu. I just hug that samadhi and beg for mercy. Я обнимаю эти самадхи и молю о милости, чтобы иметь возможность продолжить удивительную севу, которую совершали эти преданные, и продолжать служение Чайтаньи Махапрабху. Я обнимаю это самадхи и молю о милости. I say nadanam najanam nasundarim kavicham vadagadishikamaye mama janmani janmarishwar bhavatad bhakti. I'm not asking for anything for myself. I just want to serve you. Please give me the grace
to continue the preaching that you did in this world, in this present 21st century. Please, 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 just give me that mercy. That's the only thing I ask. I would never ask for anything else. Я не прошу для себя ничего. Я просто хочу служить вам. Пожалуйста, даруйте мне милость, чтобы я мог проповедовать, как и вы, в этом мире. Я хочу продолжать это в нынешнем 21 веке. Пожалуйста, пожалуйста, просто даруйте мне эту милость. Это единственное, о чем я прошу. Я бы никогда не просил ничего другого. I said, I'm willing to come back again and again and again. I don't mind. It's so relishable to spread the Sankirtan movement of Chaitanya Mahaprabhu. I'll take birth again. There's so many wonderful Vaishnava families in this world now. Why not? Я сказал, я готов возвращаться в этот мир снова и снова и снова. Я не против. Это такое наслаждение распространять движение Санкиртана Чайтанья Махапрабху, что для этого можно и родиться снова. Сейчас в этом мире так много замечательных вайшнавских семей. Почему бы и нет? Thakur Bhaktivinoda Thakur said he wouldn't be happy until all the 14 worlds were chanting Hare Krishna. Тхакур Бхактивинода сказал, что он не будет счастлив, пока все 14 миров не начнут повторять Харе Кришна. So I'd like to satisfy him, our great spiritual grandfather, by doing that work to make the 14 worlds roar with the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. And when all is said and done, then go home, back to globe, if Prabhupada wants. Я хотел бы удовлетворить его, нашего великого духовного прадеда, выполняя это служение, чтобы сделать все 14 миров громко воспевающими святые имена Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Когда все это будет сделано, тогда возвращайтесь домой на Галоку, если Прабхупада захочет. So Srinivasacharya's literary contribution was small. He wrote 5 songs and a commentary on the 4 seed verses of Srimad Bhagavatam. Литературный вклад Шриниваса-ачарьи был небольшим. Он написал 5 баджанов и комментарии к 4 главным стихам Шримад Бхагаватам. His main service was to spread the knowledge propagated by the acharyas. Его главным служением было распространение знаний, которые проповедовали ачарьи. But of the songs he did compose, the Sad Goswami Ashtakam is one of the favorite for all Gaudiya Vaishnavas. А из баджанов, которые он сочинил, Шад Госвами Аштакам является одной из любимых среди гаудия вайшнавов. Prabhupada would sing it often. Прабхупада часто ее пел. And he would quote from it profusely in his books, in his letters, his conversations. Он много раз цитировал ее в своих книгах, лекциях и беседах. I remember when Prabhupada came to Geneva in the 1970s, I was there with my Sankirtan party. Я помню, когда Прабхупада приехал в Женеву в 1970-х годах, я был там со своей группой Санкиртаны. And you know, every morning Prabhupada would come down to the temple room and he would begin Bhagavatam class by singing Jaya Radha Madhava Kunj Vihari Gopi Janabalaba Girivardhani Yashodanan. It was so blissful. But one morning he came down and he started singing the Sad Goswami Ashtakam. Каждое утро Прабхупада приходил в храмовую комнату и начинал лекцию по Бхагаватам с пения «Джая Рада Мадава Кунджа Бихари». Это было такое блаженство. Но однажды утром он спустился и начал петь Шад Госвами Аштакам. And I remember I was watching him as he sang. There was so much, glorifying the 6 Goswamis. The love was just pouring out of Prabhupada's heart. And he expected us to follow. I knew some of the verses, but not all. But I was trying to pick up the mood of Srila Prabhupada. И я помню, я наблюдал за ним, пока он пел. Своим пением он так сильно прославлял 6 Госвами, любовь изливалась из сердца Прабхупады, и он ожидал, что мы будем повторять за ним. Я знал некоторые стихи, но не все.
но я пытался уловить настроение Шрилы Прабхупады. I consider myself very fortunate to have been present when Srila Prabhupada sang that Sad Goswami Ashtakam. Я считаю себя очень удачливым, что я присутствовал, когда Шрила Прабхупада пел Шад Госвами And Аштакам. again, he would quote it during his preaching. И он цитировал ее во время своей проповеди. In one lecture, I heard Prabhupada quoted the 8th verse of that bhajan to expose those who claim to have already seen Krishna, while the Goswamis, their mood was aspiring to see Krishna. We touched on that in another lecture. В одной лекции я слышал, Шрила Прабхупада процитировал 8 стих этого баджана, чтобы разоблачить тех, кто утверждает, что уже видел Кришну, в то время как настроение Госвами таково, что они только лишь стремятся увидеть его. Мы говорили об этом в другой He лекции. said, actually, our worship should be in separation. The Goswamis also taught this mood. They were also searching after Krishna. They never said, we have got Krishna. They were lamenting in separation. Он сказал, что на самом деле наше поклонение должно происходить в настроении разлуки. Госвами также учили нас этому настроению. Они тоже искали Кришну. Они никогда не говорили, у нас есть Кришна. Они плакали в разлуке. So in that mood of separation, we will conclude our lecture today. Итак, в этом настроении разлуки мы завершим нашу лекцию сегодня. A lecture entitled A Lifetime in Separation. Лекцию под названием «Жизнь в разлуке». About our beloved Srinivasacharya. О нашем любимом Шринивасе Ачарье. So in doing so, in concluding, my dear devotees, I'm going to share some prayers with you that have never been heard before in the English or Russian language, glorifying Srinivasacharya. First time. Special treat for all of you. И в завершении, мои дорогие преданные, я собираюсь поделиться с вами несколькими молитвами, прославляющими Шринивасачарью, которых не слышали прежде ни на английском, ни на русском языках. Впервые. Это особый подарок для вас. My good friend Hari Parshad Prabhu, he found one copy of a very old book called Srinivasacharya Grantamala. Мой хороший друг Хари Паршад Прабху нашел копию одной очень старой книги под названием Шри Шринивасачарья Грантхамала. This book is written by Haridas Babaji, who's the same author that wrote a book I sometimes quote called Gaudiya Vaishnav Abhidhana. Эта книга была написана тем же Харидасом Бабаджи, который написал книгу, из которой я иногда привожу цитаты, и она называется «Гаудия Вайшнава Абхидана». Now this book, Srinivasacharya Grantamala, this new book which has been discovered, it contains all the writings of Srinivasacharya. Эта новая книга Шринивасачарья Грантхамала, обнаруженная недавно, включает в себя все труды Шринивасачарьи. Those few writings that he did, that book contains those writings. Те немногие труды, что он написал, содержатся в ней. But it also contains the Sri Srinivas Prabhu Ashtakam, which is glorifying Srinivasacharya in 8 verses. Кроме того, в нее входит Шри Шринивас Прабху Аштакам, прославляющая Шринивасачарью 8 стихами. It wasn't written by Haridas Babaji, but he included it in that little book. Она не была написана Харидасом Бабаджи, но включена в эту маленькую книгу. It has a anonymous author, Автор неизвестен, but it's a very, very beautiful Ashtakam, perfectly describing these glories of Srinivasacharya. And no one's ever heard this Ashtakam before. Well, if you read Sanskrit, you could read it, but probably no Western devotees have heard this Ashtakam glorifying Srinivasacharya. но это очень-очень красивая аштакам совершенным образом описывает славу Шринивасачарьи, и никто раньше не слышал эту аштакам. Разве если что вы читаете на санскрите, тогда вы можете ее прочитать, но скорее всего никто из западных преданных не слышал эту аштаку, прославляющую Шринивасачарью. It's called 8 Prayers in Glorification of Srinivas
Prabhu. Она называется «8 молитв в прославлении Шриниваса Прабху». So now I'm going for your pleasure to recite these 8 verses. There's a 9th verse which gives a blessing at the end. But please drink deep of this nectar which is going to decorate your ears for the first time. Итак, сейчас я для вашего удовольствия процитирую эти 8 стихов вместе с 9 стихом в конце, дающим благословение, и, пожалуйста, испейте этот нектар до дна, который усладит ваш слух в первый раз. Srinivasacharya ki. His limbs are of the color of purified gold. Части его тела цвета золота, проверенного временем. These limbs are decorated with sattvika bhavas. Эти части тела украшают саттвика-бхавы. His face defeats the white-rayed moon. Его лицо побеждает излучающую белые лучи луны. His eyes, chest and thighs resemble lotuses. Его глаза, грудь и бедра напоминают лотосы. Brightly glowing with the beautiful tilak and mala on his forehead and neck, respectively, may that Srinivas Prabhu appear spontaneously on the pathways of our hearts. Ярко сияя, прекрасная тилока на лбу и малой на шее, пусть этот Шринивас Прабху спонтанно появится в недрах наших сердец. He is like a great tree that has given rise to many devotees on earth. Он подобен большому дереву, давшему начало многим преданным на земле. Ramachandra and his other disciples are the main branches of this tree, and personalities such as Balaram Kaviraj, etc., are the sub-branches. Он, Рамачандра и другие его ученики являются главными ветвями этого дерева, а такие личности, как Баларама Кавираджа и другие, являются веточками. Mercy, Jivadaya, are the flowers growing on this tree, and Ujvalarasa, Madhuryaras, are the fruits. Милость, Дживадая, это цветы, растущие на этом дереве, а Уджвала-раса, Мадхурья-раса, его плоды. May that Sri Srinivas Prabhu appear spontaneously on the pathways of our hearts. Пусть этот Шринивас Прабху спонтанно явится в недрах наших сердец. He is a devotee who knows all the secrets of confidential bhajan. Это он преданный, который знает все секреты сокровенного баджана. He serves the devotees and is fully controlled in his senses. Он служит преданным и полностью контролирует свои чувства. He spontaneously cries out in a sweet, sweet voice, Radha, Krishna, Krishna. Он спонтанно восклицает сладким, нежным голосом «Радха, Кришна, Кришна». Thus, as he spontaneously breaks out in a song or dance pertaining to the pastimes of Sri Hari, may that Srinivas Prabhu appear spontaneously on the pathways of our hearts. Таким образом, когда он спонтанно начинает пение или танец, относящийся к играм Хари, пусть этот Шринивас Прабху спонтанно появится в недрах наших сердец. Gaura Krishna is the friend of the helpless, fallen souls, and is the cause of the expansion of various bhakti literature within this world. Гаура Кришна – друг беспомощных падших душ и причина распространения в мире разной литературы по науке бхакти. Due to the divine potency of that Gaura Krishna, our Srinivas Prabhu appears as a personified incarnation of Krishna Prema, loaded with all good qualities. Благодаря божественной энергии этого Гаура Кришны, наш Шринивас Прабху является как олицетворение Кришна Према, и он наделен всеми хорошими качествами. May that Sri Srinivas Prabhu appear spontaneously on the pathways of our hearts. Пусть этот Шринивас Прабху спонтанно явится в недрах наших сердец. Having brought all the Gaudiya literature written in Braj to Gaudadesh with great efforts, he preaches the essential pure siddhanta of those literatures amongst the people in general.
С огромными усилиями доставляя в Гаудия-дешу всю литературу Гаудия, написанную во Врадже, он проповедует людям о самой важной чистой сиддханте этой литературы. His speech is replete with the emotions of his merciful heart. Его речь изобилирует эмоциями, исходящих из его милостивого сердца. He becomes unhappy on seeing the unhappiness of the jivas. Он становится несчастным, видя несчастье живых существ. May that Sri Srinivas Prabhu appear spontaneously on the pathways of our hearts. Пусть этот Шринивас Прабху спонтанно явится в недрах наших сердец. The Prem Seva of the incomparable divine couple, Shri Shri Radha Krishna, is deeply hidden even in the Vedas and is inaccessible even to Brahma and Rudra. Према Сева, несравненная божественной четы Шри Шри Рады Кришна, глубоко скрыта даже в Ведах и недоступна даже Брахме и Рудре. Our Prabhu, however, is expanding this very Prem Seva and relishing it constantly with his near and dear associates. Однако наш Прабху распространяет эту према Севу и постоянно наслаждается ею вместе со своими близкими и дорогими спутниками. May that Sri Srinivas Prabhu appear spontaneously on the pathways of our hearts. Пусть этот Шри Шринивас Прабху спонтанно явится в недрах наших сердец. He is the receptacle of condensed mercy of the dear associates of Gora. Он — вместилище сгущенной милости дорогих спутников Гауры. He is completely detached from the poison of selfish personal happiness. Он полностью отречен от яда эгоистического личного счастья. He is free from endeavors in karma, gyan, and other non-devotional philosophies. Он свободен от стремления к карме, гьяна и прочим философиям. He is equipoise, devoid of a sense of accepting respect from others, and he gives all respect to all individuals. Он уравновешен, лишен желания, почести со стороны других, и он с уважением относится ко всем людям. May that Sri Srinivas Prabhu appear spontaneously on the pathways of our hearts. Пусть этот Шри Шринивас Прабху спонтанно явится в недрах наших сердец. While singing, O Nithuvan, O Jamune, O Sri Govardhan Parvata, O Radha Kund, O Shama Kund, O Lotus-eyed Lord, O Radha Krishna, O Ram, may Sri Srinivas Prabhu appear spontaneously on the pathways of our hearts. Воспевая «О Нитхувана, о Ямуна, о Шри Гавардхан Парва, о Радха Кунда, о Шьяма Кунда, о Лотосооки Господь, о Радха Кришна, о Рама», пусть Шри Шринивас Прабху спонтанно появится в недрах наших сердец. And this is text number 9, giving a blessing. И в стихе 9 дается нам благословение. The pure-minded Krishna-conscious person who loudly sings this most auspicious ashtakam attains the spontaneous arising of prem bhakti within himself. Если человек с чистым умом и в сознании Кришны громко поет эту самую благоприятную аштакам, он достигает спонтанного зарождения премы бхакти внутри себя. Thus, having taken shelter of the eternal Vrindavan forest, such a person holds on eternally to the lotus feet of Shri Radha and Krishna along with all their associates. Приняв прибежище в вечном лесу Вриндавана, такой человек вечно держится за лотосные стопы Радхи и Кришны и всех их спутников.